Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я по многочисленным просьбам готовлю один из самых нежных и вкусных тортов. Это торт «Молочная девочка» персик-маракуйя. Торт нежный, как облачко, тающий во рту, очень-очень легкий на вкус, несмотря на то, что коржи будем печь на сгущенке, на сливочном масле. Это один из самых востребованных тортов. Готовится он действительно очень просто и быстро из самых простых и доступных продуктов. И сначала приготовим заварную основу для крема. 50 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю. Крахмал нужен именно кукурузный. Добавляю туда 50 мл холодной воды. Все перемешиваю. В ковшике у меня 250 мл сока тропических фруктов. Сок покупной и сок у меня с мякотью в данном видео. И в этом соке очень хорошая часть сока маракуйи. Аромат маракуйи здесь очень насыщенный. Советую брать именно такого плана соки. Они везде продаются сейчас. Добавила туда всю крахмальную смесь. Очень хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. И иду уваривать все это. Сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 20 секунд, потому что у нас в принципе объем небольшой, и снимаю с огня. Переливаю в ту емкость, где у меня эта масса будет остывать до очень холодного состояния. Не до комнатной температуры, а именно до холодного состояния. Накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю охлаждаться. Пока охлаждается заварная основа, я уже готовлю коржи. Для коржей мне понадобится одна банка сгущенки. Банка у меня здесь 397 грамм, но можно брать и 380 грамм сгущенки. 100 грамм растопленного сливочного масла. Все это я перемешиваю аккуратно со сгущенкой до однородной массы. Яйца здесь я беру для того, чтобы торт был очень нежным, размером L, то есть крупные яйца. Я беру 2 яйца на одну порцию, на одну банку сгущенки. Все это также перемешиваю венчиком крупным. Ничего здесь миксером я взбивать не буду. Взбивание миксером здесь имеет смысл, если только большая порция, большая масса этого теста. Просеиваю туда 190 грамм муки и 4 грамма разрыхлителя. Больше разрыхлителя я здесь брать не советую. Если у вас банка сгущенки 380 грамм, и если мука у вас сильная, берите тогда 180 грамм муки на всю эту порцию, на одну банку сгущенки. Все это перемешиваю также венчиком. Духовка у меня уже заранее разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекаются эти коржи при высокой температуре. Это тесто не нужно давать ему ждать. Вот сразу замешали. И сразу же им работаем, выпекаем из этого теста. Проходимся лопаткой сейчас, чтобы нигде не оставалось комочков муки. Сейчас по 2 столовые ложки я выкладываю на пергамент. Я круги не рисую на оборотной стороне пергамента, я уже имею огромный опыт. Если вам так проще, вы можете рисовать на оборотной стороне пергамента круги себе просто карандашом, чтобы вам ориентироваться по этому диаметру. Я этого не делаю, я так крышку на глазок прикладываю. Уже буду вырубать потом крышкой, уже готовый корж. И так коржи всегда будут идеально ровными. Вот здесь я выложила на пергамент 2,5 столовые ложки теста, и это было многовато. Поэтому я немного сняла шпателем, то есть по 2 столовые ложки теста. По крышке я просто ее не до конца прижимаю, ориентируюсь, но это у меня с моим большим опытом. Вы же можете рисовать круги на оборотной стороне пергамента. Выпекаю я эти коржи при температуре 200 градусов Цельсия. На режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 6 минут. Это вот на этот диаметр, это в моей духовке и вот с такой толщиной коржей. То есть толщина коржа должна быть 3 мм где-то при нанесении его на пергамент этого теста. Это для тех, кто новичок, кто ни разу это не выпекал. Необыкновенный аромат от этих коржей. Ее можно просто, вот эти коржи, есть просто как печенье. Это для тех, кто еще не знаком с этим тестом. На самом деле таких людей очень много, кто ни разу не выпекал вроде как простейший торт «Молочная девочка». Если вы будете здесь наносить больше теста, оно у вас пойдет бугром, то есть в центре будет бугор образовываться, и по бокам оно будет таким тонким. Это очень плохо тоже. Можно, естественно, выпекать по 2 коржа сразу на одном пергаменте. Но для новичков это, я считаю, неприемлемо, потому что 20 сантиметров в диаметре, для обычного противня у меня 42 на 32 сантиметра, это, скажем так, прямо впритык. Поэтому лучше 18 сантиметров в диаметре, тогда уже можно 2 коржа сразу печь одновременно на одном пергаменте. Поэтому я здесь показываю по одному коржу, но если у вас есть уже опыт, вы можете спокойно выпекать также по 2 коржа на одном пергаменте. Они также пропекаются. Сейчас, когда корж испекся,
Здесь нужно очень быстро работать. Сразу же я вырубаю вот этой крышкой. Ждать здесь ничего не нужно, иначе корж будет очень хрупким и уже он может поломаться. Вот как только мы его испекли, сразу еще в очень горячем виде, я вырубаю его крышкой. Обрезочки здесь минимальные, и они мне потом все пригодятся для обсыпки торта сверху и с боков. Я таким образом сейчас испеку 8 коржей. Вот из этого количества теста на 20 сантиметров в диаметре. Коржи эти липкие, поэтому их, чтобы складывать друг на друга стопочкой, нужно обязательно простилать пергаментом, то есть бумагой для выпечки. Коржи идеально просто отстают от пергамента. Часто мне задают этот вопрос по молочной девочке. Удобнее всего, особенно для новичков, да и вообще удобно, выпекать это с таймером, чтобы вы именно видели, сколько минут у вас печется корж. Итак, таким образом я отпекла все 8 коржей. Сейчас я подготовлю персики. 480 грамм персиков я здесь беру. Я сливаю все это на сито, персики консервированные, и нарезаю их вот таким кубиком. Персики крайне скользкие, поэтому нарезать ровно их не удается обычным ножом, поэтому как уже они там нарезаются, эти кубики будут, конечно же, не все похожи друг на друга. Но сейчас самое главное, что жидкость мы с них слили, убираем их сейчас в сторону. Персики, естественно, должны быть без жидкости. Завершаем сейчас приготовление крема. 250 мл сливок, сливки для взбивания жирностью не менее 30%, 50 грамм сахарной пудры, 8 грамм ванильного сахара, 200 грамм сыра маскарпоне, 200 грамм творожно-сливочного сыра. Все молочные продукты очень холодные должны быть. Взбиваю сейчас практически до устойчивых пиков. Он взбивается всегда 100% этот крем. И вот такие вот пики получаются, практически уже устойчивые. Заварная основа остыла уже до очень холодного состояния. Добавляю вот так по одной ложке. Как я уже сказала, сок у меня этот был с мякотью. Вы можете и без мякоти использовать. Это все на ваше усмотрение. И прорабатываю очень быстро венчиками. То есть каждую ложку, которую добавляю, прорабатываю. Сразу говорю, что этот крем начиночный, то есть он не подходит для украшения, он именно для начинки тортов. Он очень хорошо пропитывает эти торты, он идеально подходит для торта «Молочная девочка». И также он очень хорошо подходит к светлым бисквитам, особенно к классическому бисквиту. И я здесь знакомлю вас с этим кремом, потому что крем получается именно воздушным, в отличие от заварных кремов на масляной основе особенно. Есть они у меня на моем канале, кому дорого, допустим, сырные кремы. Есть на моем канале уже вот эти тропические кремы именно на масляной основе заварные. Пройдите в плейлист рецепты кремов, и там все вы найдете. После добавления последней ложки сейчас заварной основы я взбиваю всю эту массу еще примерно около минуты. Это вот с моими продуктами, с той температурой, которую имеют мои продукты, вот чтобы вам сориентироваться. Итак, крем готов, 8 коржей у меня готовы. Я сейчас начинаю сборку торта. Я разделила на весах крем на 7 равных частей для начинки и выкладываю сейчас этот крем примерно по 2 такие полные, щедрые столовые ложки на каждый корж. Также персики на глазок примерно я выкладываю. Если, опять же, вы не ориентируетесь, вам лучше всю эту персиковую массу разделить также на весах. Можно обнулить весы и поставить миску с кремом и брать оттуда вот ту порцию, которая нам будет нужна. Торт я убирала примерно на 5 часов в холодильник. Торт прекрасно пропитался. Если у вас нет ацетатной пленки, вы можете просто в пищевую пленку его обмотать. «Молочная девочка» – это один из самых стабильных тортов. То есть крем очень хорошо схватывается, коржи частые, они его очень хорошо держат. Этот торт прекрасно транспортируется. Сейчас я взбила здесь 200 грамм сливочного крема, просто сливки и сыр, и украсила им тортик сверху. Вы можете этого не делать абсолютно. Украшаю здесь тоже конфетами покупными. Необыкновенно просто вкусный торт. Я бы сказала, что это один из самых любимых народом тортов. Вот именно «Молочная девочка», персик маракуйя, так же как и с малиной. Это одна из самых востребованных всегда начинок. Очень советую ее попробовать. Разрезается на очень мелкие кусочки. Он абсолютно не превращается в кашу. В этом торте очень красивый разрез. Здесь очень важно выбрать именно качественный, очень ароматный сок, который вы будете использовать для заварной основы. И это будет
можно сказать, половину вашего успеха в этом торте. Потому что соки сейчас есть разные, которые продаются, но нужно выбрать самый ароматный. Сейчас выбор везде огромный, и советую несколько соков попробовать для сравнения и просто выбрать для себя самый подходящий. Убавлять порцию крема я здесь не советую, потому что коржи впитывают в себя крем, они разбухают, и крема здесь оптимальное количество. Нежнейший, вкуснейший торт получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.